Всем доброго утра, поскольку уже утро. Но вы знаете, у меня есть привычка работать по ночам и спать пару часов утром, как Наполеон. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам ритуал, который давно хотела подарить, но мне хотелось что-то напоминающее эту сущность приобрести, найти, чтобы вы имели представление, о ком речь. И вот я нашла подвеску, правда. Но и этого достаточно, в принципе. Кицуне. Лиса девятихвостка. Вообще, первое упоминание о ней идет из шумерских легенд. Нихурсак звали эту лису, сотканную из магии, из силы, созданную ведьмами. И вот в раннем средневековье появляется у народов Азии кицуне, которые очень похожи по всем, грубо говоря, по всем показателям, по всем особенностям на кицуне. Как получилось, что шумерская девятихвостая лиса, ведьма Нихурсак появилась в Азии под именем Кицуне? Есть несколько версий о том, что во время перемещения народа, во время походов, вот эта легенда шумерская каким-то образом перекочевала в Азию. И там появилась легендарная Кицуне. Как бы там ни было, любой персонаж, любая легенда, которая считается легендой, имеет под собой настоящую почву. И вот любая сущность, которая когда-либо была упомянута в летописаниях, в древних религиях, на самом деле имеет реальную силу, и можно эту силу активизировать, призывать, работать с этой силой и получить результат. Итак, лисица Нихурсак, дочь магии и хаоса, сотканная ведьмами. Считается, что ведьмы, колдуя много лет, много веков, со временем создают определенные энергетические такие сгустки. И во что превращаются эти сгустки энергии, показывает время. Сгустки энергии, которые направлены на, скажем так, наказание, на порчу, на что-то черное, они со временем образуют черные сущности, темные сущности, которые другие ведьмы, поколения других ведьм используют для того, чтобы призывать наказание на голову своих врагов, для того, чтобы призывать черный легион. То есть среди этих сущностей, которые обитают в Нижнем Астрале и чье предназначение на самом деле прийти и навредить, вот среди этих сущностей очень много тех, которых создали ведьмы за века, колдуя и образовывая, то есть такие определенные сгустки энергии. Итак, энергии, которые образовались из-за колдовства, наказания и порч, они превращаются в черных сущностей. Энергия, которая образуется во время призыва денег и удачи, они образуют более, скажем так, даже не белые, а серые сущности, потому что деньги тоже просятся у темных сил. Но в любом случае это направлено в добро, смотря на что ты потратишь эти деньги, имущество, которые ты просишь у сил. А во что превращается энергия, направленная на обман, изворотливость, на подчинение? Вот считается, что как раз из тех энергий хитростей образовалась оборотень, лиса Нихурсак, которая в раннем Средневековье перекочевала в легенды народов Азии и назвалась именем Кицуне. Есть даже, говорят, такой мультфильм Кицуне,
это нормально, потому что легенды, все-таки легенды, они берутся из народных преданий. А очень много народных преданий берутся из магии. Точно так же, как психологию, гипноз, технологию внушения и прочее было взято у чародеев, у магов, у колдунов. Это нормально, дорогие друзья. Итак, мы назовем нашу Нихурсак на сей раз Кицуне, потому что она более известна под этим именем. Это лиса-оборотень. Лиса, которая может поменять ситуацию до неузнаваемости. Точно так же, как оборотни меняют свою сущность, да, свой внешний вид. Были такие призывы, были такие песнопения, обращенные к Кицуне. Когда человеку было плохо, тяжело, трудно, вот он должен был выпутаться из какой-то очень трудной ситуации, он призывал дух Кицуне. Но как он это делал, к сожалению, история не сохранила. Поэтому, как всегда, как обычно, пользуясь этими текстами, пользуясь этими легендами и тем источником информации, который у нас осталось, мы сегодня проведем с вами этот ритуал. Этот ритуал подходит в тот момент, когда у вас трудная ситуация, когда у вас либо проверка, либо какой-то сложный момент, когда у вас желание получить, скажем, определенные деньги, хотя я против вообще кредитов и прочее, может быть, человеку в этот момент необходимо, чтобы не отказали ему. Когда он хочет искать хорошую работу и найти эту работу, когда ему нужно убедить мужа что-либо купить. В общем, во всех моментах жизни, где требуется смекалка, хитрость и прочее, вот как раз в эти моменты можно призвать дух оборотней, ведьмы, лисицы, девятихвостки Кицуне. Что нужно вам делать? Вам нужно для этого благовоние. Желательно запах жасмина, сандала, розы, лимона. Можно и опиат. Есть такое еще благовоние опиат. Он такой приятного запаха. Ваниль можно. В принципе, можно то, что вы предпочитаете. Я просто говорю то, что обычно я использую в таких ритуалах. И оно где-то и помогает. Потому что благовония, они притягивают силу. А есть травы, при зажигании которых вы изгоняете темные духи, из дома, становится легче. Потому что травы образуют невидимую сетку. Они как ловят эти силы, понимаете? Ловят и запугивают их, и они убегают. Окуривание трав, оно известно испокон веков. Но мало кто объясняет, почему при окуривании трав становится легче. Я вам говорю, травы определенно, например, зверобой, можжевельник, полынь, и так далее. Есть там различные травы, потом как-нибудь об этом сниму. Они пугают эти силы, они образуют невидимую сетку. И когда на них накидывается эта невидимая сетка, они пугаются. Они стараются долгое время не подходить к этому дому, к этому помещению. И вам становится легче. Вот поэтому я рекомендую иногда просто окуривать травы дома, очищать пространство. Итак, вам нужно благовоние, вам нужен стакан молока. Постарайтесь настоящее молоко найти. Если уж ни в какую, возьмите магазинное хотя бы такое, где, наше, наверное, местное производство, чтобы оно более-менее было молочным продуктом. 3 куриные ножки. Я думаю, это не проблема купить. И 9 свечей, потому что у нее 9 хвостов. Обычных восковых свечей. Можете церковные использовать. Можете на одном, скажем так, подсвечнике есть такие специальные на 9 свечей. Можете сами смастерить, как хотите. Можете отдельно 9 светильников. Неважно. Ой, подсвечников, господи, все. Перепутал. Итак, 3 куриные ножки, молоко, благовоние, 9 свечей. И 9 раз читать, каждый раз называя свое желание. После этого ваш, скажем так, вопрос решится так, что вы просто удивитесь.
Итак, когда вы 9 раз прочитали, оставьте эти свечи, чтобы они все догорели. Вместе с огарками свечей можете в тот же день отнести, причем это в любое время можно сделать этот ритуал, хоть днем, хоть ночью. Если вы ночью сделаете, отнесите на следующий день. Естественно, ночью ходить никуда не надо. Если вы днем сделали, оставьте догореть и отнесите. Желательно окно открыть, чтобы вот этот вот дым ушел в космос вместе с вашей просьбой. Окно или форточку. Прочитали 9 раз, каждый раз называйте свое желание. Относите под дерево, оставляйте, говорите. Это для кицуне. Отвернулись и ушли. Когда ваша просьба, ваше то есть желание будет услышано, купите снова 3 куриные ножки, принесите и оставьте возле дерева. Поблагодарите ее своими словами. И постарайтесь, знаете, как вам сказать, не часто, но при таких сложных ситуациях ее призвать. Даже если вам нужно незваных гостей из дома выгнать хитростью, или она создаст такую ситуацию, что они сами уйдут, или вам нужно, чтобы гости, которые вам неприятны, не приехали, или вам нужно, чтобы вы согласились, то есть чтобы муж ваш, например, согласился вам купить то-то и это, или свозить туда, или согласился не поехать куда-то, куда вам неприятно ехать. То есть везде, где нужна изворотливость, хитрость, чтобы все сложилось в вашу пользу. Итак, давайте мы ее положим. Вот ее, девятихвостку. Итак, 9 раз нужно читать. Кицуне, кицуне, девятихвостая, сумрачная лиса, дитя тьмы и хаоса. О, кицуне, дочь магии, созданная ведьмами, хитрая, мудрая лиса-оборотень. Я дух твой, сотканный, силами магии призываю. Пусть от моих могучих слов образуется энергия и сила, и через ту силу дойдет мой голос до лисицы-ведьмы, до девятихвостки по имени Кицуне. Я тебя призываю, прошу и заклинаю, помоги мне в моем деле. Говорите коротко, четко, ясно. Например, пусть вот эти гости уходят из моего дома. Или пусть решится такой-то вопрос, пусть я найду такую-то работу, пусть мне не откажут там-то и так далее. Помоги мне выпутаться, выйти сухой из воды, выиграть и остаться целой, победить и не платить за это. Кицуне, кицуне, сумрачная лисица, девятихвостка ведьма, сотканная из сил магии, дочь хаоса, внемли, приди и помоги. Давайте еще раз прочитаем. Кицуне, кицуне, девятихвостая, сумрачная лиса, дитя тьмы и хаоса. О, кицуне, дочь магии, созданная ведьмами, хитрая, мудрая лиса-оборотень. Я дух твой, сотканный силами магии, призываю. Пусть от моих могучих слов образуется энергия и сила, и через ту силу дойдет мой голос до лисицы-ведьмы, до девятихвостки кицуне. Я тебя призываю, прошу и заклинаю, помоги мне в моем деле. Назвать, что вы хотите. Помоги выпутаться, выйти сухой из воды, выиграть и остаться целой, победить и не платить за это. Кицуне, кицуне, сумрачная лисица, девятихвостка ведьма, сотканная из сил магии, дочь хаоса, внемли, приди и помоги. Да будет так в конце, когда 9 раз прочтете. Итак, откуп отнесите под дерево, а когда у вас получится, как вы хотели, точно так же купите 3 куриные ножки, отнесите под любое дерево, благодарите ее своими словами и уходите. Сделайте откуп ей для того, чтобы потом иметь возможность снова к ней обращаться, чтобы она вас слышала и помогала. Это очень сильная сущность, с ней не шутите. Поэтому сделайте в точности так, как я вам говорю. Всем удачи!